Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в путешествие на один из самых загадочных островов Тихого океана – Панапе, или, как его называют местные, Панпеи, чтобы раскрыть тайну Нан-Мадола, древнего города, который называют Тихоокеанской Венецией, а некоторые даже считают космопортом для инопланетян. Это место настолько необычное, что кажется, будто оно сошло со страниц фантастического романа. Но Нан-Мадол реален, и его история полна вопросов, на которые у ученых до сих пор нет ответов. Давайте разберемся, что делает этот город таким уникальным, кто его построил, как и зачем, и почему он вызывает столько споров. Погрузимся в эту тайну вместе. Представьте себе, вы плывете по бирюзовым водам Тихого океана, вокруг тропические джунгли, водопады и цветы, соревнующиеся в яркости. И вдруг перед вами возникает город из массивных базальтовых блоков, возвышающихся над водой, словно построенный великанами. Это Нан-Мадол, разрушенный мегаполис, состоящий из 92 искусственных островов, соединенных каналами, прямо на коралловом рифе. Звучит как что-то из мифов. Но этот город был построен около 1000 году нашей эры, задолго до современных технологий. И вот первый вопрос, который возникает. Как люди, у которых не было ни колеса, ни металла, ни сложных инструментов, смогли переместить 750 тысяч тонн базальта, некоторые куски которого весят до 50 тонн? Для сравнения, это как если бы кто-то вручную передвинул несколько современных танков, а потом сложил их в аккуратные стены на болотистой местности. Нан-Мадол находится на юго-восточной окраине острова Панпеи, в федеративных штатах Микронезии. Сам остров – это настоящий тропический рай. Пышные джунгли, скалы, которые могли бы стать декорациями для блокбастера, и атмосфера, будто время здесь остановилось. Но Панпеи – это не только природная красота. Остров хранит следы колониальной истории. Испанские стены, немецкие церкви и даже японские танки времен Второй мировой войны, ржавеющие в джунглях. Однако Нан-Мадол – это нечто совершенно иное, гораздо более древнее и загадочное. Этот город настолько выделяется на фоне остального мира, что кажется, будто он принадлежит другой эпохе или даже другой цивилизации. Давайте попробуем представить, как строился Нан-Мадол. Археологи считают, что его возведение началось около 1000 году нашей эры и продолжалось несколько веков. Местные жители, предположительно династия Сауделёр, решили создать этот город как центр власти, возможно, религиозный или административный. Но как они это сделали? Базальт, из которого построен Нан-Мадол, добывался на острове, но ученые до сих пор спорят, как его транспортировали. Некоторые блоки находятся на расстоянии десятков километров от города, и их нужно было доставить по воде или через джунгли. Без шкивов, без кранов, без металла. Местные легенды утверждают, что камни перемещали с помощью магии. Колдуны якобы заставляли их левитировать силой мысли. Звучит как сказка. Но, честно говоря, глядя на эти огромные блоки, начинаешь думать, что магия – не такое уж плохое объяснение. Интересно, что ученые смогли установить происхождение только 40% базальта, использованного в строительстве. Остальные 60% – загадка. Где находились каменоломни? Как доставляли эти камни? И почему никто не оставил никаких записей об этом процессе? Цивилизация, построившая Нан-Мадол, не оставила письменных источников, никаких свитков, никаких наскальных рисунков с инструкцией, как построить мегаполис на воде. Это заставляет задуматься. Может быть, они не считали нужным это документировать? Или их знания были утеряны вместе с ними самими? Теперь давайте поговорим о том, зачем вообще понадобился такой грандиозный проект. Нан-Мадол часто называют Тихоокеанской Венецией из-за его каналов и островной структуры. Возможно, это был торговый порт, связывавший Микронезию с другими островами Тихого океана. Микронезийцы были выдающимися мореходами, способными преодолевать 1000 километров на каноэ, ориентируясь по звездам. Нан-Мадол мог быть их столицей, местом, где собирались правители, жрецы и купцы. Но есть и другая гипотеза – это был ритуальный центр. Некоторые острова Нан-Мадола, такие как Нан-Дувас, окружены высокими стенами и, похоже, использовались для церемоний или захоронений. Археологи находили там человеческие останки, что подтверждает эту теорию. Но вот что добавляет Нан-Мадолу жутковатую атмосферу. Местные жители считают это место проклятым. Они шепчутся о темных силах, которые охраняют город, и о туристах, которые слишком задержались на острове и почувствовали, что за ними кто-то наблюдает. В 1907 году
Немецкий археолог, раскопавший могилу в Нан-Мадоле, умер той же ночью при загадочных обстоятельствах, а его корабль с артефактами затонул по пути домой. В 1930-х годах японские водолазы, искавшие подводные реликвии, пропали без вести. Совпадение? Возможно. Но эти истории создают вокруг Нан-Мадола ауру таинственности, которая привлекает не только ученых, но и любителей паранормального. И, конечно, нельзя обойти стороной теорию об инопланетянах. Да, я знаю, это звучит как сюжет для сериала на канале History, но Нан-Мадол часто упоминается в уфологических кругах. Некоторые энтузиасты считают, что такой сложный проект не могли реализовать люди с примитивными технологиями, и предполагают, что город был построен с помощью внеземных технологий или даже использовался как космопорт. Доказательств, конечно, нет, но сама идея говорит о том, насколько Нан-Мадол поражает воображение. Когда видишь эти идеально подогнанные базальтовые блоки, начинаешь задаваться вопросом: а что, если? Давайте попробуем взглянуть на Нан-Мадол с аналитической точки зрения. Почему этот город так важен для понимания древних цивилизаций? Во-первых, он показывает, что даже в изолированных уголках мира, таких как Микронезия, люди были способны на невероятные инженерные подвиги. Нан-Мадол опровергает стереотип о примитивных островных культурах. Эти люди не просто выживали, они создавали сложные общества, строили монументальные сооружения и, вероятно, имели глубокие духовные и социальные традиции. Во-вторых, Нан-Мадол заставляет нас пересмотреть наши представления о технологических возможностях древних. Мы привыкли восхищаться египетскими пирамидами или Стоунхенджем, но Нан-Мадол – это другой уровень сложности. Построить город на воде в условиях тропического климата с ограниченными ресурсами – это требует не только инженерных знаний, но и невероятной организации труда. Сколько людей было задействовано? Как они координировали свои усилия? И почему цивилизация, способная на такое, исчезла около 400 лет назад, не оставив письменных следов? Это приводит нас к еще одной интригующей теме – упадок Нан-Мадола. Археологи считают, что город был заброшен в XVI веке, когда династия Сауделер пала, возможно, из-за внутренних конфликтов или внешнего вторжения. Но точной причины никто не знает. Некоторые ученые предполагают, что изменение климата или истощение ресурсов могли сыграть роль. Другие говорят о социальных потрясениях. Может быть, народ восстал против правителей, которые заставляли их таскать эти гигантские камни. Легенды упоминают о летающем драконе и колдунах, но, увы, это вряд ли поможет нам восстановить историческую правду. Что делает Нан-Мадол особенно захватывающим, так это его универсальность. Он объединяет в себе все, что мы любим в древних загадках. Невероятные технологии, мистические истории, археологические тайны и даже немного конспирологии. Но если отбросить фантазии об инопланетянах, Нан-Мадол – это прежде всего свидетельство человеческого гения. Это напоминание о том, что наши предки, даже в самых отдаленных уголках мира, были способны на великие свершения. Так что же такое Нан-Мадол? Тихоокеанская Венеция, ритуальный центр, торговый порт или все-таки космопорт для пришельцев? Я склоняюсь к тому, что это был многофункциональный город, отражавший амбиции и мастерство своих создателей. Но, честно говоря, чем больше я узнаю о Нан-Мадоле, тем больше вопросов у меня возникает. И, возможно, в этом его главная магия. Он не дает нам окончательных ответов, заставляя нас продолжать искать. Друзья, что вы думаете о Нан-Мадоле? Верите ли вы в магические теории или предпочитаете научные объяснения? Напишите в комментариях и давайте обсудим. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые загадки древнего мира. А я пока пойду мечтать о путешествии на Помпеи. Кто знает, может, я найду там ответы. До встречи в следующем видео.